Российские фигуристки погружают соперниц в мир боли. Американский NBC Sports о гегемонии россиянок. Вот с чем борются остальные фигуристки мира. Под остальными нужно понимать всех, кто соревнуется не за Россию. Пишет Филипп Херш для NBC Sports. Матушка Россия отправила 3 своих талантливых дочерей в Лас-Вегас на Skate America, первый этап серии Гран-при в текущем олимпийском сезоне. Только одна из них, Александра Трусова, была среди 3 россиянок, поднявшихся на подиум на чемпионате мира в прошлом сезоне. Это был подвиг в женском катании, который ранее покорялся только американским фигуристкам в 1991 году. И Трусова приехала в Лас-Вегас с травмой ноги, из-за которой могла сняться. И 2 ее соотечественницы, Дарья Усачева и Ксения Синицына, обе дебютантки взрослой серии Гран-при. Тем не менее, они заняли первые 3 места в субботней короткой программе, при этом каждая установила личный рекорд. 77,69 балла от 17-летней Трусовой, действующего бронзового призера чемпионата мира. 76,71 от 15-летней Усачевой. И 71,51 от 17-летней Синицыной. И неудивительно будет увидеть после произвольной программы в воскресенье российскую гегемонию на подиуме, и это при дышащих в спину Каори Сакамото из Японии 71,16, Юен 70,73 и Ким Елим 70,56 из Южной Кореи. Неудивительно и то, что Россия будет доминировать на оставшихся 5 этапах Гран-при и финале серии, и Олимпийских играх. Ведь чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова, серебряный призер Елизавета Туктамышева, 15-летний феномен. И претендентка на олимпийское золото. Камила Валиева и еще несколько других, которые могли бы быть на ведущих ролях в других странах, только готовятся вступить в Гран-при. Так что вы можете лишь представить, насколько тяжелой будет битва за 3 доступных места в команде России на зимние Олимпийские игры 2022 года. «Конкуренция всегда очень хорошая», — сказала Трусова. «У нас в России много замечательных девушек». Поэтому Трусова была разочарована, что травма помешала ей попробовать тройной аксель. Это прыжок, который ей еще предстоит совершить чисто, но, по ее мнению, он может оказаться необходимым в жесткой борьбе за одно из этих мест и за олимпийский титул. «Когда я каталась, я не чувствовала травмы», — сказала Трусова. «Но я не в лучшей форме». Даже без этого она превзошла свой предыдущий личный рекорд в короткой программе почти на 3 балла благодаря самой высокой в карьере оценке за компоненты. Большое преимущество Трусовой — это баллы, которых она может заработать целую кучу своими четверными прыжками в произвольной программе. Она заслужила титул королевы квадов с тех пор, как впервые приземлила четверной в 2018 году, и теперь собирается делать до 5 четверных в произвольной программе, уже продемонстрировав это на контрольных прокатах сборной России в сентябре. Трусова отказалась комментировать, сколькими квадами она сможет разразиться в воскресенье. «То, что она делает, невероятно захватывающе и удивительно», сказал 3-кратный чемпион мира Нейтан Чен из США, который также приземлял 5 чистых четверных в произвольной программе. «Многое из того, что она делает лучше, чем я. Я рад, что мне не приходится с ней соревноваться. Женщинам пока не разрешается выполнять четверные в короткой программе, что делает тройной аксель более значимым в этой фазе соревнований». Усачева, ставшая 4-й на чемпионате России в прошлом году, каталась плавно и зрело, что противоречило ее возрасту и статусу дебютантки Гран-при. «Я рада, что смогла откатать программу с эмоциями», — сказала Усачева. 2 американки, скомкавшие подготовку из-за травм, Эмбер Гленн 67,57 и Одри Шин 62,82 заняли 7-е и 9-е место среди 12 фигуристок. Гленн также надеялась попробовать тройной аксель, но жесткое падение во время прыжка на Финляндия-Троуфи в начале октября заставило ее действовать благоразумнее на этом этапе сезона. Она знает, что ее подход к прыжку в стиле пан или пропал, как и отказ снизить количество оборотов во время попытки,
несет в себе значительный риск. «Когда падаешь с недокрученного прыжка, это больно», — сказала Глен. Yahoo News Япония. Русский вихрь монополизирует Гран-при США. Текущий сезон фигурного катания обернется полной монополией россиянок. Начинает статью издания Tokyo Sports на агрегаторе Yahoo News. 17-летняя Александра Трусова, одна из 3 русских дочек, дебютировавшая на взрослом уровне в сезоне 2019-2020, взяла лидерство с 77,69 балла после короткой программы на первом этапе розыгрыша Гран-при в Лас-Вегасе. Дарья Усачева финишировала второй с 76,71 балла, а Ксения Синицына стала третьей, 71,51. Таким образом, россиянки полностью взяли лидерство. Японка Каори Сакамото на 4-й позиции с 71,16 балла. Трусова, замыкавшая последнюю разминку, выступала с повреждением. Несмотря на то, что вначале она уклонилась от тройного акселя, нарушив структуру программы, она приземлила все прыжки и обеспечила себе внушительный задел на первое место. У нее был выбор сняться из-за травмы, но она проявила энтузиазм в олимпийском сезоне. Разносторонняя Камила Валиева, Майя Хромых и другие дебютантки взрослого сезона также впечатляют. Японка Рика Кихира пропустит скейт Канады из-за остеохондральной травмы правой лодыжки. Повторяя успехи прошлого сезона, российские фигуристки, вероятнее всего, будут доминировать в серии Гран-при на Олимпиаде в Пекине. В комментариях японские читатели признали, сейчас равных россиянкам в мире нет. Для российских фигуристок национальное первенство, наверное, сложнее, чем Гран-при, чемпионат мира и даже Олимпиада. Думаю так. Мне нравится катание Трусовой, но ей не следует перебарщивать. Тем не менее, из-за большого выбора сильных фигуристок ситуация с отбором в сборную России такова, что, если не прыгнешь выше головы, в команду не попадешь. Судьям не позавидуешь. Если Трусова травмирована и не будет прыгать четверные в произвольной, Усачева может победить. Но зная характер Трусовой, какие-то квады непременно будут. Не хочу, чтобы она переусердствовала, я очень переживаю за нее. Россиянки, как мне кажется, соперничают только друг с другом. Если смотреть прокаты японок после российских фигуристок, становится ясно, что нашим не справиться. Уровень слишком разный. Японки еще могут с ними конкурировать, а вот представительницы европейских стран просто ужасны. Олимпиада в Сочи так повлияла, но почему уровень настолько разный? Малышка Трусова выросла в красавицу. Люблю Трусову за то, что она двигает вперед границу возможностей, но, пожалуйста, не переусердствуй. Конкуренция в России настолько жесткая, что Трусова не может позволить себе перерыв.